Привет, друзья! На Земле произрастает огромное количество удивительных растений, от откровенно смешных до самых ужасающих. Многие из них людям известны уже давно, но есть и такие необычные представители флоры, о которых обычный человек мало что знает. Между тем, они по-настоящему поражают своим внешним видом. С вами канал Top Smiles, и сегодня мы расскажем вам о некоторых из таких необычных растений, поэтому усаживайтесь поудобнее. И поехали! Виктория Амазонская. Самая большая кувшинка в мире получила свое название в честь английской королевы Виктории. Растение, которое впервые обнаружили почти 200 лет назад в бассейне реки Амазонки, поражает размерами своих листьев, плавающих на поверхности воды. Они имеют круглую форму со своеобразными бортиками с загнутыми вверх краями и могут достигать в диаметре более 2 метров, выдерживая вес до 50 кг, а в некоторых случаях и до 80. От поедания рыбами и водными животными, огромные листья защищены острыми и длинными шипами, которыми утыкана их поверхность с нижней стороны. Цветет этот удивительный гигант один раз в год, а сам процесс цветения длится около 2-3 дней. Необыкновенная кувшинка является одним из самых популярных оранжерейных растений и украшает коллекции множества ботанических садов мира. Продолжительность жизни в дикой природе составляет около 5 лет. Ладаник самовозгорающийся. Возможно, человек научился самопожертвованию у вечнозеленого растения, которое на русском языке звучит как ладаник. Это растение украшает землю крупными яркими цветами, а его листья и стебли источают приятный аромат. За сходство его цветков с цветками шиповника, ладаник иногда называют скальной розой или каменным розаном. Русскоязычное название связано с выделяемой растением ароматической смолой, из которой получают ладаное масло. Но все же уникальность его заключается в том, что эти масла могут спровоцировать самовозгорание кустарника, если температура воздуха превысит 32 градуса по Цельсию. В итоге от растения остается одна зола, которая удобряет почву, чтобы дать возможность вырасти на ней новым растениям. И казалось бы, как может вырасти новое потомство, если все сгорело? Но ладаник позаботился об этом, спрятав свои семена в твердую оболочку, которой огонь не страшен. Впоследствии на пепелище прорастают новые ростки жизни. Такая жертвенность, конечно, могла бы восхищать, если при пожаре сгорал бы только он сам, но попутно горят ни в чем не повинные соседи, а иногда это приводит к пожарищам на больших территориях. Аморфофалус титанический. Является цветущим растением семейства араидные, с самыми крупными неразветвленными соцветиями в мире, которые могут достигать до 3 метров в высоту и около 1,5 метров в ширину. Благодаря своему запаху, похожему на вонь тухлых яиц или разложившейся рыбы, аморфофалус больше известен под названиями лилия вуду или змеиная пальма, трупный цветок, или же дьявольский язык. Цветет это растение один раз в 5, а то и в 10 лет, и цветение длится всего 2 суток. Длительность жизни довольно высокая, и составляет порядка 40 лет, при весе крупного взрослого цветка аж в целых 75 кг. В настоящее время это растение диковинный и довольно прихотливый цветок, в основном растущий в ботанических садах разных стран мира. А вот в живой природе трупная лилия встречается крайне редко, потому что ее практически истребили люди. Но все же иногда ее можно встретить в Австралии и Южной Африке, в Индонезии, Индии и государствах Южной Азии. А это Пуи Раймонда. Очень редкое, очень древнее и колоссальное по размерам растение из семейства бромелиевых. Живет сегодня в диких условиях только в Андах. В некоторых заповедных местах Перу и Боливии можно встретить ее гигантские соцветия метелки, высотой более 10 метров и диаметром в 2,5 метра. Благодаря таким внушительным габаритам, Пуи Раймонда признана растением с самым крупным в мире соцветием. На общей метелке насчитывается огромное количество простых цветков, которых порядка 10 тысяч. И на то, чтобы вырастить такое грандиозное соцветие, Пуи копит силы всю свою жизнь, а она у нее очень долгая. В среднем половозрелость начинается в возрасте 50 лет, хотя, впрочем, были и экземпляры, которые начинали цвести в 150 лет. Опыляют растения летучие мыши и крупные насекомые, и печально то, что сразу после того, как гигантская свечка отцветает, и на ней вызреют семена, наземная часть растения отмирает. На сегодняшний день численность этих гигантских свечек составляет не больше нескольких сотен тысяч экземпляров, а ведь когда-то в доисторические времена гигантские соцветия Пуи росли в Андах повсеместно.
Рафлезия арнольда. Растение-паразит из рода Рафлезия, также известное как трупная лилия, и является крупнейшим цветком на планете, который достигает в диаметре около 1 метра и весит в среднем от 8 до 11 килограмм. Свое прозвище трупной лилии это растение получило благодаря зловонному запаху, который напоминает гниющее мясо, и у человека вызывает рвотный рефлекс. Но все же в результате этого, ужасающий запах привлекает мух, которые опыляют цветок, и таким образом эта лилия размножается. Существует около 2 десятков различных видов рафлезии, и большинство из них, как правило, произрастает в Юго-Восточной Азии, в основном на острове Калимантан. Так как трупная лилия является паразитирующим растением, то не имеет ни стеблей, ни листьев, и живет внутри корней тропических лиан или деревьев, прорастая и пуская тончайшие нити корни, которые, впрочем, не причиняют никакого вреда растению-хозяину. Заявляют о себе только раз в год, в сезон цветения, но цветет не более 2-4 дней, после чего пропадает, оставляя плод похожий на тыкву. Психотрия возвышенная. В лесах Центральной и Южной Америки можно встретить удивительный по красоте цветок, который заслуженно носит статус самого романтического и пикантного цветка на планете. Цветы этого растения имеют очень необычную форму в виде ярко-алых пухлых женских губ, за что люди его еще называют «горячие губки». После периода цветения, психотрия возвышенная плодоносит не менее живописными ягодами голубовато-фиолетового или синего цвета, которые появляются по 5-10 штук из каждого цветка. Размножается же семенами, созревающими в плодах-ягодах. Психотрия возвышенная является цветком из Красной книги, и, к сожалению, находится на грани исчезновения из-за интенсивной вырубки тропических лесов, но зато она хорошо разводится в искусственных условиях. Мимоза стыдливая. Является многолетним растением, которое принадлежит к семейству бобовые, и обитает в тропических районах Южной Америки, где его считают сорняком. Хотя по всему миру оно культивируется как комнатное декоративное растение, и в высоту достигает от 30 до 70 сантиметров. Но все же самый большой интерес у людей вызывает реакция этого вечнозеленого растения на возможную угрозу, ведь при малейшем прикосновении к его листьям, они чудным образом приходят в движение и складываются вдоль центральной жилки. Это происходит из-за того, что у основания черешков расположены водные мембраны, а на листьях есть сенсорные участки, которые реагируют на давление. При контакте вода перемещается к этому месту, и под ее тяжестью листья сворачиваются и опускаются. Это удивительное свойство сделало растение популярным среди цветоводов, и дало мимозе стыдливой такое необычное название. Растение является ядовитым, и может вызвать отравление скота на пастбищах. Цветет небольшими розовыми цветками. Вельвичия удивительная. Это реликтовое растение произрастает в западной части самой древней пустыни нашей планеты, пустыни Намиб, на территории Анголы и Намибии. Глядя на сухую груду листьев с отмершими краями, не сразу можно понять, что это живое растение, причем живет оно достаточно долго. Возраст некоторых экземпляров достигает 2000 лет. Вельвичия имеет всего 2 листа, которые выходят из розетки, и похожи на ощупь на сухую древесину. Их количество никогда не увеличивается, но по мере роста они продольно разрываются на ленты, а кончики со временем отсыхают. Рост листьев продолжается на протяжении всей жизни растения, ежегодно наращивая по 30-40 см, и имея ширину в 1-2 метра, могут достигать в длину от 4 до 8 метров. Вельвичия удивительная растет в суровой пустыне, с годовым количеством осадков всего 10-13 мм, поэтому влагу растение берет исключительно из туманов, которые западный ветер приносит с Атлантического океана. Литопсы, или живые камни. Это необычные суккулентные растения из семейства аизовых, имеющие размер до 5 см в высоту и ширину. И далеко не зря их считают живыми камнями, ведь они считаются мастерами маскировки. Их действительно бывает нелегко отличить от небольших камней, ведь таким образом растение спасается от нападения травоядных животных. Подобная способность называется мимикрией, и считается поистине удивительным явлением, которое сложно встретить в мире флоры. Родиной литопсов являются каменистые пустыни южной части африканского континента, ЮАР, Намибии и Ботсваны. Надземная часть растения представляет собой 2 мясистых листа, сросшихся у основания и разделенных ложбинкой, из которой появляется цветонос, имеющий белую и желтую окраску. В своих листьях литопсы накапливают влагу, чтобы выжить в засушливые месяцы, и каждый год старая пара листьев сменяется новой.
Также это растение с успехом выращивают в комнатной культуре. Орхидея Калания, или большая утиная орхидея. На зеленом континенте существует необычный вид орхидей, с цветками порядка 2 см, которые очень напоминают по форме летящую утку. Но, как известно, природа ничего не делает зря, и здесь есть свое объяснение. Это для человека, данный вид орхидеи напоминает утку, для насекомых же, которых именуют пилильщиками, верхняя часть цветка напоминает самку этого самого пилильщика и привлекает самцов. Но нет, орхидея их не ест. Она просто использует самцов в качестве транспортеров пыльцы с одной части цветка на другую, для опыления. Самец на какое-то время попадает в зависимость цветка, и однозначно волей-неволей покрывается пыльцой. Безнадежные потуги утянуть с собой цветочный клон самки, самец, и сам того не осознавая, доставляет на рыльце орхидеи пыльцу, тем самым опыляя ее. Произрастает такой цветок в Австралии и Новой Зеландии. Если понравилось видео, жми на лайк. Ну, а если вы еще не подписаны на Top Smiles, то рекомендую подписаться. А еще лучше жмите на колокольчик, чтобы всегда первыми быть в курсе новинок. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи.